Всем доброго раннего утра. Итак, дорогие друзья, перед вами Астарта, Иштар. Во-первых, хочу вам сказать, что те, которые хотят удачного колдовства, уважения, благ, любви людей и прочее, они должны проявлять уважение к силам. А уважение к силам – это почитание, это алтарь, это поклонение, это обращение как положено. И только тогда можно от сил получить благословение и помощь в своих делах. Это пирит. Красивые камни. Это халка-пирит. Их еще называют золотые камни. Они очень похожи на слитки золота. Камера не так передает. Сегодня я специально перед этим ритуалом сняла прямой эфир об Астарте и Иштар. Астарта, Иштар и Нанна. И рассказала о ней. Для того, чтобы не терять времени, я попрошу вас сначала открыть и посмотреть этот прямой эфир. И вам очень многое станет ясно. Наверное, нет на земле более почитаемой богини, чем Астарта. Она есть во всех древних пантеонах. И в конце она стала одна из представительниц дьяволического древа и любимой супругой Люцифера. И осталась в демоническом, то есть дьяволическом древе, как темная богиня и главная из дьяволиц. Итак, кто она? Она богиня войны, колдовства, похоти, страсти и секса. Дорогие друзья, не каждый из нас дитя любви, но каждый из нас дитя похоти и желания. Не все дети рождаются в любви, но все дети рождаются от плотского желания. Плотское желание движет миром. Плотское желание продолжает род и человечество. Когда-нибудь ваш прадед пожелал женщину, взял ее, и родился ваш дед. После ваш дед выбрал себе женщину, возжелал ее, и родился ваш отец. Потом ваш отец встретил вашу маму, точно так же возжелал ее, и от их страсти и плотского желания родились вы. Люди вступают в интимные отношения, люди ложатся в постель, не обязательно любя друг друга, а иногда любя и очень страстно. Но как бы там ни было, они не намереваются зачать ребенка. Их намерение получить удовольствие. От этого удовольствия потом рождается ребенок. Как награда за плотскую любовь. Именно поэтому, поскольку миром движет деньги и секс, естественно, богиня секса должна была быть одна из самых почитаемых по сей день. Она способна пробудить похоть у всех и у каждого. Этот ритуал я называла «влюбить в себя весь мир», потому что она пробуждает желание и симпатию к вам не только мужчин, но и женщин. Ну, естественно, не сексуальное желание, но от вас идет этот флюиды, понимаете, страсти, и они не могут быть незамечены. То есть, да, они могут не быть незамечены. Или быть, запуталась. Однако я назову, наверное, все-таки правильно. Влюбить в себя всех мужчин. Женщины, которым я подарила этот ритуал, выходили замуж за довольно состоятельных мужчин.
женщины, которые зарабатывают своим телом, а к нам приходят всякого рода люди, профессии, у них добавляется огромное количество клиентов. Они, собственно говоря, пользуются успехом. Хочу вам сказать, что когда есть призыв страсти и обращение к таким богиням страсти, не обязательно обладать безупречной красотой. Дорогие друзья, в истории человечества все известные женщины не были красавицы. У них были изъяны, у них были телесные недуги, самое интересное. Но они, в отличие от писаных красавиц, остались в истории. Не была красавицей римская императрица, точнее, византийская императрица Зоя Феодора. Не была красавицей, другая римская императрица Елена, которая покорила сердце своего мужа, будучи обычной девушкой. Ну, в общем, многие женщины. И говорили, что они занимаются колдовством, магией, что они призывают темные силы, темных богинь страсти помочь им в их, любовных делах. Они обладали особой магией. Так вот, те, которые получают благословение богини Астарты, могут быть женщины среднего телосложения, средней красоты, а может и вообще не быть красавицами, однако к ним будет очень большой интерес. И они будут пользоваться успехом. У богини Астарты было 7 атрибутов силы, которые она носила с собой. Это красная лента, прелесть чела, знаки владычества, это Анках, крест перевернутый, что означает радость и жизнь. Когда ей принесли этот крест, руна или знак мучения, говоря, что любовь и страсть приносят мучение, она сломала и перевернула, сказав, что отныне они будут приносить только наслаждение и радость. И она сказала, была смерть, стала жизнь. Вот в чем символ перевернутого креста. Отрицание мучений, смерти. Третье. Ожерелье из лазурита. Это ее камень. Вот он, лазурит. Далее. Золотая цепь. Двойная золотая цепь. Вот она. Далее. Золотые запястья. Постарайтесь никогда свои ожерелья, цепи и так далее не хранить закрытыми. Они закрывают вашу энергию. Они должны быть раскрыты. Даже в своих этих мешочках и прочее. Пусть они будут раскрыты. Так будет правильнее. Неправильно я застегнула? Ну, ничего страшного. Вот она. Далее. Угу. Похоже на шумерское солнце. У нее была белая лента. На ней было написано на древнеаккадском языке «Ко мне, мужчины». И внизу приписано «Ко мне». Вот вам это нужно так написать и носить с собой. Где-нибудь спрятать, например. Далее. Повязка одеяния владычицы. Эта повязка владычицы, она, в принципе, напоминает греческую тиару, которая была модна в те времена для царей, императоров и прочее, прочее. Итак, показываю еще раз. Ее Величество, госпожу Инанну Иштар.
Вот каким-то образом можно. Вот. Нет, не стоит, ладно. Итак, этот ритуал подходит как для женщин, так и для мужчин, только влюбить в себя всех женщин. Этот ритуал подходит и для мужчин в том числе. Только я назову немножко по-другому, потому что основное количество людей, которые делают эти ритуалы, основное количество зрителей, да, каналов магии женщины. Почему? Потому что женщина более связана с потусторонними силами. Женщина делает, верит, обращается, получает результат. Мужчина получает результат только после этого начинает делать ритуалы. Что вам нужно для ритуала подготовить? Поскольку Инанна Иштар позволяла своим жрицам носить только несколько атрибутов ее силы, поэтому вам не нужны все атрибуты, которые есть у богини Иштар. Всего некоторые. Это золотая цепь или золотое ожерелье. Оно обязательно. Женщины, которые спрашивают, а что делать, если у меня его нет, значит, не делайте. Значит, вы еще не доросли до этого. Второе условие. Вам должно быть не меньше 25 лет. Третье условие – лазурит. Предмет какой-нибудь украшение из лазурита. Кольцо, ожерелье, кулон, неважно. И это надпись. А также красная лента, которую вы оставите потом на улице. Завяжете к дереву и оставите. Итак, окуривать фимиам или благовоние, вода с душистыми маслами или просто вода с духами насыщенными, потому что богиня любит, когда к ней относятся с уважением, когда ее статую прыскают этой пахучей водой, благовонием. Вино, желательно хорошее. Немного вам придется пригубить, остальное оставите на алтаре. Лепестки роз, которые нужны. Вы же поклоняетесь ей, вы же с уважением к ней относитесь. Лепестки роз. Можете камни, это уже ваша фантазия позволяет, если вам красные и черные свечи. Не найдете черные, только красные свечи. Другие цвета здесь не нужны. Эти розы, эти лепестки роз, потом вам придется на следующий день, в течение 3 дней, в принципе, у вас и так усилится женская сила. Значит, это все нужно будет вам кинуть в воду, лечь в ванной минут 5, выйти и эти просто лепестки выкинуть. Нужно ли откупаться? Нужно, когда начнется вот этот вот переполох вокруг вас, когда вы увидите, что мужчина вам уступает во всем, что мужчина-начальник вам повысил зарплату, что мужчина, который, скажем так, от которого зависит что-то в вашей жизни, начал вам делать приятные подарки, пытается вам понравиться и так далее, и так далее. Купите красную розу, красное вино и поставьте на алтарь для богини Инанны до того момента, пока роза не завянет. А вино нужно вылить на следующий день, потому что питается сила, дух. Не она спускается, а ее дух, ее сила питается ароматом вина. Далее, вам дома хранить Инанну Иштар не рекомендуется, потому что простым людям
Она все-таки еще и богиня войны. Не забывайте об этом. Она кровожадная, она супруга, была супругой многих кровожадных, сильных божеств. И она стала окончательно супругой Люцифера. В ее храмах, некоторых странах, где позволяла, скажем так, менталитет, да, где-то она была девственной, считалась и оберегала девственность, где-то она считалась развратной, распутной, и в честь нее устраивались оргии в храмах. То есть где-то храмовая проституция была как способ поклонения ей. Везде она была разной, поэтому учтите этот факт, что она очень сильное, свирепое божество. Если что-нибудь ей не понравится, она может очень плохо с вами обойтись. Поэтому лучше не рискнуть и не трогать ее статуи. Просто сделайте все, как положено для ее ритуала, без статуи. Призывайте ее силу. Значит так, я всего лишь читаю, вы должны, читая, опрыскивать этой водой душистой ее алтарь, брать благовоние, окуривать вот алтарь, вот вокруг ходить, свечи пускай горят. Когда закончите ритуал, эти свечи нужно погасить, эти лепестки роз нужно собрать в этот же день. Если вы проведете это, можно и днем провести, но желательно в сумерки, когда начинает темнеть уже, солнце как бы уже скрывается, тьма начинает царствовать в мире. Принимать ванну с этими лепестками, как я уже сказала, да? Эти свечи использовать только для ее ритуала, погасить и больше нигде не использовать. Пригубить слегка от этого вина и поставить обратно. Вот эту надпись, дорогие женщины, хранить и носить с собой. Можно в мешочек, вот так вот завернуть, носить в сумке. Можно ближе к сердцу, как хотите. Это тоже нужно будет носить или в сумке, или с собой. Можете в мешок завернуть вот это и эту надпись. Вот это золотое ожерелье надевайте иногда, когда вам очень важно, у вас важные дела, надевайте это ожерелье и идите как бы в этом, идите на переговоры, на разговоры, на свидание, потому что она заряжена ее силой. Повторить это можно. Несколько раз в месяц можно повторить, пока ваша женская суть, женская энергия не настолько усилится, что уже перед вами все двери будут открыты. Вы начнете молодеть, вы почувствуете ужасно такую жуткую страсть. Мне рассказывали женщины, что у них наливается грудь, что у них начинает появляться просто молодость, давно забытая. У них кожа начинает разглаживаться, ведь это божество, понимаете, ее сила, ее красота, ее страсть начинает какой-то в очень мизерном проценте, но в любом случае даже этого достаточно, чтобы вы выглядели просто очень призывающе. В общем, после ритуала эту ленту вынести на улицу. Или в этот день, если вы ночью делаете, значит, в течение 3 дней вообще все это делается. Вынести на улицу, привязать к дереву и сказать слова, которые я вам потом скажу. Внизу всегда Яна печатает ритуал. Естественно, она все подробно напечатает и разъяснит вам. У вас не возникнут никаких проблем там с этим всем. Все это будет вам понятно. Если вы подождете несколько дней, если нет, значит, вы сами остановите и пишите текст. Итак, начали. О, Матерь похоти, в сердце твоем страсть и ярость, война и плотская любовь, твоя налитая грудь, полное желаний, ты мечта всех земных и неземных мужчин. Стонут их сердца от желания звериного. О, Астарта, ты сама любовь, ты само желание, ты сама страсть. О, Астарта, Иштар, великая Инанна, усиль меня, мою женскую суть.
Поделись со мной красотой и силой, всемогущей страсти, силой камня лазурит, ожерельем золотым, повязкой приди, все, повязкой призывом призываю. Я страсть, страстью себя осеняю, любовь и страсть земных мужчин к себе вызываю, где страсть, туда и мужчины идут. Ама Иштар, подари мне такую силу, чтобы мужчины сходили с ума. Гори их душа от любви ко мне. Мужчины земные, ко мне, все ко мне, как пчелы на мед, как мотыльки на свет, как лани на капкан. Немного устала, это сказывается, ничего страшного. О Иштар и Нанна, в храмах твоих закипает страсть. Страсть летит по земле, стон стоит до небес. Страсть всепоглощающая, страсть, сводящая с ума. Ко мне, мужчины, ко мне. Я так желаю сама. Астарта. Мне в помощь и подмога. Астарта меня благословила, страстью одарила. Я мужские сердца покорила, я их победила. Я властвую над ними, сходите с ума. Любите меня, как я желаю сама. Страсть отныне имя мое. С этого дня ко мне, мужчины, ко мне. Астарта, покоритель божеств и демонов. А я покоряю сердца земных мужчин. Я им повелительница. Иштар, слава тебе! Иштар, слава тебе! Иштар, слава тебе, вечная слава тебе, вечность тебе! И поклонение земное и божественное. Стрелой мужские сердца поражай. Под ноги их души мне кидай. Их разум для меня и мне покоряется. Пусть смотрят на меня и видят тебя, твою красоту, атласную кожу, налитую грудь, божественную суть, и сходят с ума, исходят с ума, исходят с ума. Астарта, оживи меня для любви. Поделись красотою, мое сердце открой, возвысь мою суть. Я луна среди звезд, вой по мне, мужской род, от тоски помирай, от любви изнывай, о Иштар, для меня их сердца покоряй. Я сама страсть, я желание, любовь и обожание. Здесь снова припев. О Астарта Иштар, великая Инанна, усиль меня, мою женскую суть, поделись со мною красотой и силой, всем поглощающая страсть, силой камня лазурита, ожерельем золотым, повязкой призываю. Я страсть страстную и страстью себя осеняю, любовь и страсть земных мужчин к себе призываю, где страсть, туда и мужчины идут. Ама Иштар, подари мне такую силу, чтобы мужчины сходили с ума. Гори их душа по любви ко мне. Мужчины земные, ко мне, все ко мне, как пчелы на мед, как мотыльки на свет, как лани на капкан. Да будет так, я так желаю, я заклинаю, я получаю, прошу, прошу я страсти мужчин. Сходите с ума, летите, как мотыльки на свет, как лани на капкан. Силою Астарты покоряю я ваши сердца. Я повелитель, а вы мне рабы. Да будет так отныне, до веку, силой Астарты.
с ее благословения. Заклято, заклято, заклято. Я получаю их сердца. Так надо, так желаю. Да будет так. Потом берете эту ленту, выносите на улицу, привязываете к любой ветке, любого дерева и говорите: ко мне, мужчины, ко мне. Как пчелы на мед, как мотыльки на огонь, как лани на капкан. В капкан, извиняюсь. Силы богини Астарты с юга, с запада, с севера, с востока. Я призываю мужские сердца. Как волки воют на луну, пусть так воют их души и сердца по мне. От страсти изнывают, меня желают, по мне сходят с ума. Я хочу так сама, я желаю и получаю. Астарта мне в помощь. Она меня благословила. Да будет так. Отвернитесь и уходите. И вы сами увидите, что случится. Но вот здесь, после ритуала, не забудьте пригубить слегка. Остальное оставляйте ей. Это как причастие, как договор между вами, который скрепляется. Немного тяжело мне дается этот ритуал сегодня, потому что, во-первых, я уставшая, во-вторых, очень сильно, и в-третьих, не забывайте, к какому божеству мы обращаемся, к очень сильному божеству. Все, дорогие друзья, желаю вам удачи, и если вы все правильно сделайте несколько раз в месяц, и вообще сделайте это своей привычкой, обращаться к ней и просить, то поверьте мне, что со временем для вас покорить любого мужчину и получить все, что хотите от него, не составит никакого труда. Всего хорошего. И да храни вас Астарта.